Друзья, всем привет! Канал Просто Надя, новая распаковка, все как вы любите, поехали! Последнее время ни одна моя распаковка не обходится без чехлов для смартфонов. Смартфоны в последнее время что-то меняются достаточно часто, естественно, и чехлы к ним меняются тоже часто. Жена у меня очень любит различные чехлы. Сегодня, естественно, мы с вами распакуем также чехлы, их будет два. Первый чехол у нас для смартфона Xiaomi Mi Note 10 Lite. Как и говорил, заказывали жене. Вот эта силиконовая часть, а здесь приклеен вот такой вот рисунок. Это небо, звездное небо, звездочки. Принт достаточно яркий. У меня, конечно, свет, видите, как бликует. Сейчас лампа отсвечивается, но выполнен чехол неплохо. Вообще китайцы в последнее время достаточно хорошо делают чехлы. Помните, когда-то раньше покупали чехлы, даже самые дешевые, постоянно были какие-то заусенечки, размер не подходил, еще что-то, кнопки не так, не туды, не сюды, как говорится. Да, здесь же все хорошо, выглядит неплохо. Вот такой чехол, действительно, Note 10 Lite, все написано, разъемы есть. К сожалению, прямо сейчас я не могу его примерить, потому что именно на этот телефон я снимаю. Чтоб не повторяться, один темненький взяли. Один взяли вот такой вот просто силиконовый яркий красный цвет. Кстати, слушайте, а этот... Нет, это не софт-тач никакой, обычный силикон, то есть облазить он не будет. Точно так же отверстие, все есть, только здесь сквозное, а здесь, видите, как под каждую камеру отдельно. Так, вот такие два чехла Xiaomi Mi Note 10 Lite. Друзья, а вот эту вот пухлую посылочку мне, честно говоря, немножко страшно вскрывать, потому что заказываю я ее уже второй раз. В прошлой распаковке эта посылка приехала ко мне просто в хлам разбитая. Слава богу, что я снимал все это на видео, показал продавцу, он вообще без всякого сказал: окей, я вам вышлю новую. Но укажите, мол, чтоб я упаковал ее очень хорошо, мол, оставьте такую напоминалочку, чтобы вам точно все приехало целое. И вот я очень сильно надеюсь, что в этот раз эта посылка приехала точно цело. В прошлый раз, кстати, тоже было упаковано все в воздух, но коробка была в хлам разбитая. То есть ее где-то сели на нее или фиг его знает. В общем, упаковал он абсолютно точно так же. Вот видите, почему нет дополнительных бортов сбоку, чтобы это лучше держало форму. Ну давайте смотреть. Попытка номер 2, блин. Так, открываем. Коробка, в принципе, не примятая. Ну, блин, пожалуйста, будь ты целая, будь ты целая. Так, вот. Неужели ты целая? Ага, пупырочки. Ага, то есть в это пупырочки он просто мне дополнительный слой положил. Это вот такой вот, судя по всему, из керамики. Вот такой вот домик для Спанч Боба. А вот именно вот этот Спанч Боб, который у меня якобы должен здесь жить. Ну, конечно, прям там находиться не будет. Все это, как я говорил еще в прошлом видео, я купил под определенную цель. Это будет отдельный видос, где именно будут участвовать Спанч Боб и вот такой вот домик. Домик выполнен неплохо. Следующий пакет вот такой вот большой. Он у меня даже на данный момент не влазит в кадр. Не стал я ничего смещать. И в пакете у нас вот такой чемодан из плотного материала. То есть он держит свою форму. Вот так постараюсь вам его показать. Имеется вот такая вот ручка. То есть на змеечке чемодан, естественно, на двойной змейке. Расстегиваем. И этот чемодан вообще служит для хранения гель-лаков. Так заявлено у продавца. То есть с одной стороны мы можем сюда, не знаю, какие-то инструменты, что-либо такое поскладывать. Кто занимается маникюром. Внутри мягкая, приятная ткань вставлена. А вот здесь уже идет вот вставка. Да, это, судя по всему, просто вставка, видите, то есть она не приклеена, ничего, опять тоже приятный материал. Кстати, должен отметить, что качество исполнения действительно неплохое. И вот такая вот поролоновая вставка. Единственный у меня вопрос, почему продавец не извлек вот эти вот все лишние помпочки. Видите, то есть они прорезаны, получается, но никто их не удалил. Ну, это, наверное, чтобы можно самому поиграться, когда ты получил, чтобы ты получил удовольствие от распаковки. Подходят сюда лаки, по-моему, до 15 мл. Я вот взял различные у жены. Вот такой тюбик, это 12 мл. Вот, собственно, сюда мы его вставили. Да. Вот такой вот формы сейчас. Видите, оно тянется. В принципе, можно любую форму сюда вставлять. Обычный поролон. Это 10 мл, по-моему. Вот какая-то баночка маленькая есть. Сколько здесь миллилитров?
непонятно. Ну, в общем, вот такая маленькая баночка. Вообще сюда отлично встала, когда нее делали. Вот такой квадратный лак, 12 мл. Точно так же. Можно вот так вставить. Вот это, вот это все мы извлекаем. В общем, сюда надо ставить свои лаки. Кстати, закрывается ли оно? А вот закрыть по высоте крышечки некоторые могут мешать. Вот, есть небольшой. Он, конечно, прогибается немножко, этот чемоданчик. Давайте я попробую до конца это дело закрыть. Не, ребят, хорошо, все, чемоданчик закрылся. Вот есть ручка, можно ее вот так всунуть, можно эту ручку достать. В принципе, можно использовать этот чемоданчик не обязательно для лаков. Он, конечно, позиционируется для лаков, но при желании мы извлекаем вот эту вот фиговину. Лаки даже некоторые выпали, да. Извлекаем эту фиговинку и, не знаю, сюда использовать, допустим, как для хранения лекарств. То есть как аптечка. Внешне мне нравится. Расцветки, окантовки бывают у продавца разные. Опять же, на этот чудо-чемоданчик ссылочка будет в описании. Перейдите, посмотрите, кому нужно. Давайте вскроем еще одну большую посылочку. Здесь что-то картонное находится. Бренд N-Chain. Это я знаю бренд, это суббренд Xiaomi. Ага, я даже понял, что здесь находится. Здесь должен находиться диспенсер для мыла. Да, это была всего лишь транспортировочная упаковка. Здесь уже, чтобы ничего не повредилось, вот в такой вот уже красивой N-Chain. Pop Clean. Чтоб наш поп был чистым, поняли? Так они и подписали. Макулатурка здесь, защитная вставка. Блин, ну вот сразу, да, круто, когда ты распаковываешь товары Xiaomi, потому что все хорошо упаковано. Даже если вы заказываете какую-то мелочь, все всегда солидненько, красивенько упаковано. Вот такая вот у нас рекламная бумажечка. Хорошего, кстати, качества. Нарисован здесь у нас бачок, как мы будем заправлять. Он вспенивает мыло, да, вот отсек для батареек. Ну и, собственно, вот так выглядит уже наш диспенсер. Все из пластика, колба пластиковая, вот эта часть тоже пластиковая, носик тоже пластиковый. Сверху одна сенсорная кнопка, с помощью которой мы уже активируем, и будет нам подаваться мыло. Делаем полуоборот вот такой вот, извлекаем колбу. Сюда нужно будет нам еще заправить мыло. Ну и вот подача. Кстати, внутри еще вот такая вот прокладка стоит силиконовая. Ага, вот, сильным нажатием мы извлекаем уже отсек. Ну, сюда нужно остановить, как я и говорил, 3 аккумулятора, либо 3 батареечки. Потом это назад, до щелчка защелкиваем, одеваем все это дело, собираем, и должно у нас работать. Ребята, в общем, сел монтировать я видео и понимаю, что что-то я забыл, и забыл я снять именно, как работает этот диспенсер. Он у меня уже 2 недели, и, наверное, я думаю, буду про него снимать какой-то отдельный обзор. В общем, все очень просто. Крышку мы откручиваем у самой этой колбы, как я показал в видео, открутили. Залили треть жидкого мыла, остальное просто доливаем водой. Все это дело перебалтывается, перемешивается, закрыли, и все. Работает устройство в 3 режимах. То есть первый режим, смотрите, он имеет голубую подсветочку и выдает он малую порцию мыла, но его более чем достаточно. Я вам сейчас покажу для сравнения. Поднесли, вот такую порцию мыла он выдает. Мыло, кстати, вообще классно, пенится супер, посмотрите как, вообще никаких проблем. Мыть ручки одно удовольствие, особенно детишки вообще кайфуют от этого дела. Второй режим имеет белую подсветку, и сменяется это все просто нажатием на сенсорную клавишу. Нажали, белая подсветка заработала, и в этом режиме, посмотрите, в этом режиме просто выдается большая порция мыла. Ну, для сравнения, возвращаемся мы на первый режим, который имеет голубую подсветку, и вот рядышком. Ну, я думаю, тут понятно, да, что тут чуть меньше, тут чуть больше. И третий режим имеет красную подсветочку, нажали, то есть там красный загорелся, может на камере это не видно, но в этом режиме просто блокируется работа самого диспенсера. Переключаем опять на голубой режим, на первый, где порция пены меньше, срабатывает где-то на расстоянии от 3 сантиметров. То есть поднесли, порцию мыла получили. Вещь, конечно, вообще обалденная, правда. Мы когда его только собрали, все семейство первое время игралось, потому что ничего подобного не было. Кайфовая штука, я однозначно рекомендую этот диспенсер. Вот этой порции пены хватает, чтобы легко вымыть руки. В общем, ссылка в описании, классное устройство. Следующая карабулина, и здесь у нас должны быть аккумуляторы. Такие аккумуляторы я беру уже не первый раз.
точнее сказать, это получается второй раз я беру эти аккумуляторы. До этого, по-моему, в прошлой распаковке у меня были аккумуляторы от этого бренда, бренд PKCell, если я правильно читаю. И брал я тогда аккумуляторы формата 3А, то есть обычные мини-пальчиковые. Мне эти аккумуляторы очень понравились, и я решил заказать аккумуляторы, но уже формата 2А. Вот так вот выглядит аккумулятор на 2000 мАч. По факту, как пишут люди, что здесь даже не 2, а где-то там 2200. По факту, к сожалению, как я говорил в прошлый раз, тестера у меня нет, и на данный момент я им не обзавелся, поэтому буду судить только по отзывам людей, придется довериться отзывам людей. Вот такой вот аккумулятор, бренд PKCell, 2000 мАч. Естественно, они сейчас разряжены, в принципе все аккумы приходят разряжены, сейчас буду их уже заряжать и пользоваться. По акции я вроде отдавал или 9, или 10 долларов за все вот эти 8 аккумуляторов. Поэтому, кому нужны недорогие, хорошие аккумуляторы, ссылочка будет в описании, переходите, аккумы действительно хорошие. А в этой посылочке что-то бренчит, что-то непонятное, что-то пластиковое. Сейчас все узнаем. Блин, нож уже совсем тупой. Злые китайцы все никак мой нож фирменный не дошут. Ага, все, я понял. Ребята, здесь набор вот таких крючков. Количество крючков у продавца можно заказывать абсолютно разное. Я заказал вроде бы 10 крючков. Сейчас посчитаем. 2, 4, 6, 8, 9. Не понял, в смысле 9? Китаец, ты что, обнаглел? 2, 4. А, нет, 6, 8, 10. Все, они слиплись. В общем, вот такие вот крючки на клеящейся основе. Ну, в моем случае у меня уже есть такие крючки. Они висят, несколько крючков у меня висят на ванной. То есть ванная на клеящую основу, на плитку мы приклеили. Держат они очень хорошо. Я даже в какой-то распаковке их тестировал. Они реально выдерживают 10-литровую баклагу, наполненную водой. То есть отделе оно держит. То есть крючки прям вообще супер. Я тоже когда-то давно у какого-то из распаковщика это дело увидел. Решил заказать, сам протестировал. Хорошие крючки в хозяйстве, однозначно такие вещи пригодятся. У меня, кстати, у моих бобриков, у Дегу аквариум, и я точно так же один крючок повесил, а сюда одел поилку. Вот такие вот крючки. Отличный набор, хороший. Видите, у меня помощник. Пришел помощник, который тут лишние руки. Это не думайте, у меня третья рука не выросла. Так что погнали дальше, в общем. Теперь давайте распакуем вот такой вот маленький пакетик. Посмотрим, что здесь у нас. Что нам милые китайчики нам положили. Ага, это тоже такие штуковины у меня были уже когда-то на распаковке. Это организаторы кабеля. Одни из самых дешевых, но, как по мне, какие-то брендовые и вообще нет смысла покупать. Опять же, на клеящейся основе. Клеящаяся основа одноразовая, то есть вы отклеили, куда-то там прифигачили, к любой поверхности в принципе цепляется хорошо и отодрать очень сложно. Но вдруг, если вы уже отодрали, перевесить куда-то не получится, потому что одноразовая. В общем, у меня на раз, два, три для 5 кабелей. Кабель держится любой, лапшевидный в принципе сюда вставляется. Вот такие вот фиговинки. Взял еще 2, у меня 2 есть, одну уже использовал, решил еще заказать, потому что штуки однозначно нужные. Где-то там возле... У меня в моем случае, по крайней мере, на компе висит, и еще одна висит на тумбочке прикроватной, там зарядки всякие, чтобы эти проводки все не валялись просто на полу. Сюда организацию делаете, защелкиваете, потом извлекаете, какой вам нужен кабель. Это реально очень удобно. У продавца есть различные цветовые варианты, и черные, и розовые, и салатовые, в общем, и красные, какие хотите. Удобные штуки однозначно рекомендую, ссылочка в описании, кому нужно, переходите. Следующий пакетик, опять он плохо разорвался, нож долбанный тупой. И здесь у нас чехол-книжка для смартфона Redmi 4X, по-моему, как-то так, если я не ошибаюсь. Если что, кому надо, по ссылочке проверите. В любом случае у продавца, опять же, различные варианты есть для разных смартфонов. В общем, внутри у нас вот эта вот мягушка нам не нужна. Вот это пластиковая часть, немножко он даже потерта. Цвет у меня такой серебристо-голубенький. Это пластик, внутри, как всегда, мягушка. Сюда, значит, мы можем вставить какую-либо карточку, если вдруг надо, или фотографию любимой. И вот тут будет у нас носик любимой торчать. С этой стороны у нас, естественно, обычный какой-то эко-кожа. Не будем мы ругаться, назовем это эко-кожей. Вот так вот он выглядит, с такой текстурой дерева. С текстурой дерева. Голубенький, синенький, точнее сказать. Вот он, значит, смартфон, да. Кстати, если тут написано...
Не, ну это реально Redmi 4X просто. Ну, вдруг я что путаю, ладно. Давайте вставим. Хлоп, защелкнулся, сел как родненький, сел как влитой, закрываем. Вот так все выглядит. То есть с сканера доступ есть. Он, кстати, глубокий какой-то такой. Значит, камера у нас видна. Все отлично, все нормально. Вот такой чехол, кому надо. Вы в курсе, что делать. Так, здесь у нас какой-то совсем прям малепусенький пакетик. Представляете, такие маленькие пакетики умудряются доезжать с Китая. Здесь у нас фреза. Вот такая вот фреза. И что она, что она делает, я не в курсе. Сейчас вам расскажет моя жена. Что это такое? Это фреза для снятия гель-лака с синей насечкой. Но в принципе качество хорошее зубчиков. Вроде ничего нигде не... Это металлическая фреза или Нет, что это это? керамическая фреза. Керамическая фреза для снятия чего? Гель-лака. Просто для снятия гель-лака. Да. В общем, вот такая вот фреза. Кто занимается аппаратным маникюром, можете зайти к продавцу, посмотреть, какие у него есть еще варианты. Скажу так, их гораздо выгоднее покупать в Китае. Мы не в первый раз покупаем фрезы, они реально такого же качества, что вы купите, ну, в моем случае в Украине, да, то есть выгоднее, конечно, в Китае брать нормальные вроде фрезы. Так, ребят, здесь, судя по всему, опять что-то для жены, потому что мы как-то в один период заказывали различные штуки для ее маникюра. Ой, там что-то две даже. Так, здесь что-то непонятное. Сейчас нам все жена расскажет. Я, иди сюда, распакую. А она нам все расскажет, что это такое, господи. Что это за эротические игрушки нам приехали здесь. Это кисть. Кисть можно использовать как для нанесения румян, так и для работы в аппаратном маникюре, для убирания пыли. То есть это просто для пыли, для убирания пыли, да, получается? Классная штука. Слушайте, ну выглядит неплохо, ручка я не пойму, это деревяшка или Дерево, что это? да. И китаец положил нам подарочек. А что это такое? Это лента для декора. Лента для декора. А, это на ноготки можно клеить, тонкая лента. Слушай, кисточка такая, ну, пухленькая, посмотрите, объемно, то есть не жлобский, знаете, как бывают лысые кисточки, это прям пухленькая такая, приятная. Выглядит, кстати, тоже неплохо. В этом пакете тоже какая-то карабулинка, я тоже подозреваю, что это что-то будет для жены. В общем, девочки, если вы смотрите, обязательно отписывайтесь в комментариях. Вот так заговорил я о милых дамах. Ну, в общем, в любом случае, если девочки смотрят, будут время от времени какие-то женские товары, что-то связанное с маникюром, пишите в комментариях, если вам такая тема интересна. Будем больше заказывать солишки из Китая, больше будем снимать различных прибамбасов для маникюра. Жена этим увлекается. В общем, если что, пишите. Все читаем, все учтем. Здесь, значит, ко мне приехал вот такой вот пульт. Пульт этот взяли для ТВ-бокса. ТВ-бокс у меня есть, ТВ-бокс у меня хороший, но это, как это называется, аэромышка. Никогда не пользовался, честно, никогда. Пульт этот программируемый. Слушайте, я думал, побольше будет. Кстати, вот этот вот пульт один из самых популярных на Алиэкспрессе. Я когда задался темой поиска аэромыши для ТВ-бокса, просто прописал на лишке в поиске аэромышь и сразу выдала именно вот это. Подходит, значит, для Smart TV, для ПК, но это все коннектится по Bluetooth, к Android приставкам, к планшетам, как геймпад используется, подсветка какая-то, что-то. Ну, честно скажу, я не силен в этой теме, просто взял, потому что вот все покупают именно эту модель. Все ее хвалят, мол, кнопки программируются, как вам нужно. С этим я буду разбираться и уже, возможно, потом сниму отдельный обзор какой-то на эту штуковину. Ну, первое впечатление, пластик неплохой. Он недорогой, но такой с матовым покрытием выглядит неплохо. Как он у нас работает? Ага, работает, значит, он, по-моему, в режиме Bluetooth можно. И как есть коннектор комплектный, ну, стандартный, на 2,4 ГГц. То есть я вот вставлю его непосредственно уже в ТВ-бокс, да, сюда две батареечки, значит, надо будет мне еще найти. Потом буду разбираться, как он работает. По качеству неплохой. Вот это вот идет у нас уже силиконовые вставки. Здесь у нас включить, выключить, play, пауза, режим мыши получается, наверное, стрелочка. Видите, такая как нарисована как мышка, значит, переключение, подтверждение лево-право, домик, назад, какие-то подсветки, регулировка громкости, голосовой набор. Кстати, да, один из важных пунктов. К примеру, в YouTube в поиске мне нужен голосовой набор, чтобы можно было что-то сказать и не мучаться набирать. Внешне неплохой, в общем, буду с ним разбираться. Если кому опять же интересно, пишите в комментариях, я разберусь и обязательно, если что, сниму про него какой-то отдельный обзор, потому что для ТВ-бокса это прям однозначно классная штука, лучше, чем
просто пользоваться мышкой. Так, ребята, тихонечко, незаметно к нам подкралась последняя посылка в этом видео. Не вообще последняя посылка, а именно в этом видео. И здесь, да, как мне подсказывает жена, крайняя, да, крайняя. Вы как вообще в очередь, когда подходите, спрашиваете, кто последний или кто крайний? Я вот все время говорю, кто последний. Последний в туалет разве что. Так, значит, коробочка. Здесь у нас, ребята, здесь у нас ТВ-бокс. Сразу скажу, что я просто его немножко сейчас распакую, посмотрю, насколько там все хорошо, все целое. Но кого вообще заинтересует этот ТВ-бокс, у меня на канале есть полноценный обзор. Можете, конечно, спросить, мол, Димон, нафига ты заказал второй? Я скажу, что я себе брал этот ТВ-бокс, а называется он HK1. Я себе брал в конфигурации 4,64 гигабайта. Мне он понравился, реально все 4К форматы он читает отлично. Вообще, ну, в прямом смысле ТВ-бокс вообще не заикается. То есть грузит все мгновенно. Различные онлайн кинотеатры, файлы там по 30-40 гигов тоже, ну при условии, что у вас хороший интернет. У меня интернет, роутер, по крайней мере, раздает его в 2,4 ГГц и в 5 ГГц. Роутер этот у меня по Wi-Fi подключен к 5-герцовой сети и вообще отлично работает. То есть тяжелые файлы онлайн кинотеатра грузят легко, даже для игрушек каких-то он. И в моем случае я играю различные эмуляторы тянет на ура, мышки подключаются, различные Bluetooth пульты подключаются. В общем, ТВ-бокс просто супер. Я знаю, что ТВ-боксы это достаточно сложная тема, подобрать что-то хорошее сложно. Я долго смотрел различные обзоры, еле выбрал, остановился именно на этом, потому что он в принципе мощный. С температурой у меня никаких проблем нету. Это важный очень пункт. В общем, у меня 4,64, а вот здесь конфигурация 4,32. Это у меня уже попросили заказать соседи, так как они увидели, сказали, о, какой классный ТВ-бокс, все работает супер. Закажи, мол, Димон, и нам такой. Правда, здесь указывается 8К, но контент 8К я не знаю, где его найти. И при подключении я к телевизору подключил. Максимальное разрешение, что выдает ТВ-бокс, это 4К. То есть он действительно в 4К подключается по проводу, все нормально, контент, опять же говорю, 4К, YouTube все грузит вообще без проблем. Даже в приложухе 4К по умолчанию YouTube выставлен. Поддерживаются кодеки H265, значит у нас тут всякие иконки, тра-та-та, на коробке, собственно, в принципе ничего нет. Как вы видите, коробка приехала целая. Вот так вот выглядит у нас ТВ-бокс, все прям солидненько упаковано, ТВ-бокс. Вообще сейчас в последнее время китайцы очень любят яркие цвета. И именно это, скажем так, относительно выдержанный. Логотип HK1, вот такой вот градиент. Приставочка небольшая. Видите, у меня рука небольшая, практически с мою ладошку. Защитные пленочки всяческие. Вот это мы, по крайней мере, снимем. Я не буду все удалять, потому что все-таки мне это людям удавать. Здесь у нас панель, на которой отображается состояние нынешнее, когда подключим, будет время выводиться, подключены ли мы к Wi-Fi, Bluetooth, в общем, все дела. Снизу у нас перфорация идет для отвода тепла. Единственное, почему мне не сильно понятно, почему нельзя было дополнительный отвод тепла сделать по бокам, только именно снизу. Но даже при условии, что ТВ-бокс у вас будет стоять на столе, где-то он реально греется не сильно. То есть прям в каком-то под нагрузкой он доходит там буквально 70-72 градуса. Для ТВ-боксов это очень мало, это нормально. В общем, вот у нас разъем под TF-карту microSD-шку, разъем 3.0, разъем 2.0. Здесь у нас, кстати, Ethernet гигабитный, обращаю на это внимание. Далее получается у нас для подключения систем каких-то аудио. Далее HDMI, это дополнительный вход, опять же, аудио, там системы, как они там 5.1 или как называется, тут я не сильно в курсе с этим разъемом, и разъем питания. ТВ-боксик маленький, ТВ-боксик симпатичный, его в сторону. Как всегда, рекламка какая-то от продавца. Далее под вот такой заглушкой у нас непосредственно идет уже кабель питания. Далее, естественно, HDMI кабель для подключения. Ну и самый обычный, самый стандартный пульт, который в принципе можно пользоваться, но по крайней мере на данный момент я еще им пользовался, ну а теперь я к себе уже подключу, как вы видели, вот аэромышь и буду с ней разбираться. Здесь все просто, домик, возврат на главную страницу, перемещение по иконкам, менюшка, кстати, там тоже очень удобная. Регулировка громкости, режим мыши отвратительный, как и на всех пультах. Вообще здесь пульт, в принципе, стандартный, как и на большинстве приставках. В общем, приставка это реально крутая. Кому интересно, где-нибудь сверху будет здесь подсказка на обзор именно этого ТВ-бокса. Там я все протестировал, все показал. В общем, такой вот ТВ-бокс, кому надо, переходите, смотрите. И рекомендую какие-нибудь дождаться распродажи, поэтому в распродаже он прям вообще там копейки выходит. По сути, в общем, как-то так.
Ну что, друзья, посылочки на сегодня закончились. Я с большой грустью с вами прощаюсь, но ненадолго. Мы обязательно скоро встретимся, обязательно что-нибудь распакуем. А если не распакуем, то обязательно выложу какой-нибудь интересный обзор на какой-нибудь очень интересный товар с AliExpress. Всем спасибо за просмотр. Если остались у кого вопросы, задавайте их в комментариях. С вами, как всегда, был Димон. Вы были на канале Просто на День. Всем удачи, всем пока.